Прям сразу настроение поднялось. Все. Как говорится, бабки нужны всем и всегда, да? А когда проблемы нахлынывают, так вообще. Друзья, всем огромный привет. На ютубе, на рутубе, на ВК. Ирен, спасибо тебе огромное за первый донат на стриме. За огромный такой донат и поддержку постоянно. Да, ремонт это хорошо. Это то, что всегда надо будет человеку, да? Пизчеру свою под свой комфорт делать. Это клево. Пропустила несколько недель стримов. Ремонт меня доконал. Ездили отдыхать. Даже как-то соскучилась по лаздейчику и гриме. Всем хорошего вечера. Удачного стрима. Ребят, инструкция к исполнению. Да? Да. Если вам поднадоел лаздей, Grim Soul, любая другая игра, просто не играйте временно. И все. Вернетесь и будете, у вас голод такой появится. Это как... да, это вот как вот всего касается в этой жизни. Алком здорово, Игорь, привет, хорошего стрима. Вот, это касается абсолютно всего. Приедается, надоедает, сделай паузу. И чё? Ну и все, и нормально все будет. Через время, да, вернешься как будто новенький, скажем так. А если злоупотреблять, тогда начинается донатная помойка, ёп, и все всякое такое, блин. Реально. Блин, у меня такое впечатление, что у меня в роте даже песок. Почему? Да капец, гаражи строили. Говорю, блин, Дань, тебе уже 7-й год пошел, и ты как трехгодовалый строишь гараж, песок во все стороны летит, честное слово. Почему? Ну, мы когда вовлечены в процесс, все, это капец. Держите меня семеро. Вот, ребят, кто не был у нас на стриме бета-теста, можете посмотреть подробный гайд. Все сделано с альфа-аккаунта, ребят. Это очень важный момент. Есть вопросы. А сколько будем добывать? А как, чё? Вот эти вопросы. Вот я тебе скажу 2 раза 1. А когда выйдет релиз, изменят эти правила. Я поэтому и говорил в начале видосика, да, с альфа-беты, я сказал сразу, ребят, все цифры, все время, вот это все могут изменить, не смотрите на это. Главное конкретно, какие действия, какие ресурсы подготовить.
Красавчику мужчине, благодарю за творчество. Вас благодарю, ребят, за поддержку, за донат. Без вас давным-давно бы уже не было творчества. Есть вот, значит, люди, которые не верят в это. Нет, очень даже, уже давно бы все закончилось. Когда? Ну, примерно года 4-5 назад. Да, конечно. Махом канал бы просто и все. Блинчики. Я надеюсь, ребят, я вас в недалеком будущем удивлю, но постараюсь не трепаться, а то сглазью. Чем? Фантастическим проектом. Фантастическим. Вот. Ну, как бы еще до этого дорасти надо. Не будем. А сейчас продолжаем. Продолжаем, ребят, новичка. Он грузит. Что так долго грузишь-то, а? Давайте пока. Я уже все время, вот как начался, да? Вот как я пришел, морду свою показал. Вот гружусь. А что так долго? Вот, продолжаем развивать новичка. Фантастическая ярмарка. Ребят, можете сколько угодно визжать с пеной у рта, ради бога. Ярмарка вот такая, которая она сейчас, она такая была всегда. А вопросы: и что мне делать? Я прошел. Что делать? Что делать? Снимать штаны и бегать? Что делать, ёп? Фармить билеты, фармить шикарные, жирные награды. Таких нету ни в одном событии. Только в ярмарке такая жесть. Вот. И такая ярмарка была, повторюсь, всегда. А потом экспериментально разработчики взяли и убрали галочку. А насрать, прошел событие, вышел, зашел и заново дальше уже иди к последующему. Но ярмарка была так. За раз можно пройти только один этап. Так было всегда, ребят, повторюсь. То, что они эту систему вернули, честно, о, кайф. Почему? Ну, потому что я бы не получал такие крутые награды, уже перейдя в следующий этап. А так я фармлю на пределе возможного второго этапа. Награды сыпятся, просто мрак. И мы сейчас на стриме, кстати, их обязательно пофармим, ребят. Обязательно. Первым делом сразу отправляемся на ярмарку. А вторым, ребята, вы заметили в бета-тесте, что я показывал? Что там фармим нашивки Genesis. Заметили? Ну, я думаю, очень много кто сразу предположил. И я заранее отвечу. Я не знаю, может быть. Что? Boreal Consilium. Нашивки Genesis. Помните, да, эту фишку? События с нашивками Genesis. Borealчик и Consilium участвуют. Поэтому сейчас обязательно, да, задание Консилиума Boreal еще будем делать на стриме. Ну вы поняли, да, есть события, где требуются нашивки Genesis. И их мы фармим с Boreal, с Консилиума в больших количествах. Может быть, в событии Грязь и Металл будут на Boreal Консилиумы дополнительные Genesis. Поэтому, как обычно, по привычке, ребят, рекомендую заранее подготовиться. Заранее. Блин, а что такое? Ёлы-палы. Так, полетели в поселение. Клим, привет. Мирон, привет. Марта, привет. Харди, скажи, пожалуйста, где брать 2 мотора по заданию рейдеров, если мне еще недоступна свалка и шоссе на заправке? То есть 150 левел уже есть, а локация шоссе не разблокирована? А это вообще законно? А как это так? 150 уровень уже рейды, но свалка не разблокирована. Серьезно, что ли? Блин, я не помню, она где-то разблокируется, но вообще вот просто ни о чем. То есть где-то вот Железный воин, да, уже разблокируется. Надо разблокировать шоссе. А так в обычных локациях где угодно могут выпасть, значит, движки. Но это гон. Их надо на шоссе брать, и все, и точка. Это спокойно время свое драгоценное не тратишь, не сидишь в игре, как, не знаю, там, как курица над яйцом, а спокойно, чик, заходим, забираем, выходим из игры, занимаемся своими делами. Я не знаю других. В лесах они есть, локации нужны. Локации красные, оранжевые, могут выпасть они. Но это, как сказать, это гон вообще. Просто гон. Рио Джуки, привет. Вот, ребят, я сегодня мог опять на альфа-тест аккаунте поиграть. Ну зачем, да? Ну реально, ну зачем?
Андрей, привет. Памелла, привет. Вот, ребят, нафига, да? Все, посмотрели и хватит. Тут этого новичка еще, ой-ой-ой, сколько ему развиваться. Шоссе на развитие поселения или же новый дом? Да, ну я не помню точно. Все есть в плейлисте этого новичка. Я уже говорил, ребят, я просто не запоминаю ненужную информацию. А почему она не нужна? А почему она нужная? Ты это прошел и забудь уже все, да? Не суть. Суть в том, что вот это вот надо проходить по любасу. Это разблокирует вам весь игровой мир Last Day. Если вы не будете проходить, у вас будут проблемы. Вот как у человека сейчас проблемы выполнить простенькое задание рейдов, найти 2 движка. 2 движка можно искать. Они рандомно могут там отреспиться. Можно 2 часа просрать. 2 часа и не найти даже одного движка. Почему? По всему. Это как уникальный кожиет, только еще хлеще. То есть он сложно ищется. Блин, это вообще я не рекомендую. Честно, сразу говорю. Я не рекомендую заморачиваться из-за этого говна и тратить драгоценное время. Потому что можно очень много времени потратить и не добиться результата. Какого? Должного. Сейчас обязательно надо будет на заправочку еще сгонять, ребят, да? А чё? Как по поводу прокачки-то вездехода? Ну, смотрите, вот эти показатели, да, у него появились. И это самое главное, ребят. То есть параметры. Все, ребята вбили это где-то там в базах, да, сервера, и все. И теперь у вездехода с обновами будут параметры. И чё? Ну, логично предположить, что, может быть, дождемся, и эти параметры изменятся на реальные параметры, которые надо будет прокачивать. Честно, ребят, я бы хотел... Вот что я бы хотел. 309, 409 левел персонажу. Ну, понимаете, в чем прикол? Ребят, вот, блин, самая сложная штука в добавлении — это механики. То есть, скиллы. Это самая-самая сложная штука-дрюка. Почему? Какой-нибудь один обоссанный параметр нашего персонажа на скорость бега меняет всю игру вообще. Почему? Потому что связь идет сразу с многими вещами, ниточками. И чё? Ну это капец, ребят. Один обоссанный, повторюсь, скилл ввести в игру. Это, блин, все, столько багов может породиться. Столько всяких спидхаков и всякого говна. Поэтому, когда разработчики добавляют, типа, вездеход, как нам добавили, да, с системой вырывания ворот и вот это все, ой, это вообще капец. Ну, красавчики, чё. А то, что хай-левелом, это нафиг не всралось. А это уже совсем другая песня, ребят. Я об этом тоже говорил. И это уже, извините меня, совсем другая петрушка. Что хай-левелу так чисто поугарать и все, и он опять наелся. Почему? Блин, я уже говорил, ребят. Если бы я где-то был там где-то сидел в совете, я бы сказал так, стоп, новый контент. Делаем один обоссанный небольшой коридор, одну комнату и бесконечный спавн ёб-зомби в бункере Альфа, ну, на 5-м этаже, к примеру. И чё? О, все, близко. Хай-левелы вперед, развлекайтесь до без конца. Делаем солидную, значит, награду там за 300 волн, и чтобы жесть была. И все, и готово был, понимаете, то есть... Я бы вот так вопрос решил. Но это я утрирую, я грубо говоря. Да, как говорю. Я бы не делал бункера Чарли, ёб нового. Да нафиг это надо, нет. Я бы простым путем пошел. И еще один очень крутой штук. Вот это вот, честно, ребят, я прям мечтаю. Ну, а вдруг когда-нибудь разрабы добавят, а? Вы не представляете. Да, это для задротов. И что? Это вот такая механика рабочая, проверенная миллионами людей, значит. Механика заключается вот в чем. Подходим к NPC и обнуляем своего персонажа до 1-го левела. Но мы становимся Убер. Убер, понимаете, ёб, нам что-то добавляется, вот что-то вот навсегда нам дают за это обнуление. Ну и заново идем к левел-капу. Нам что-то разблокируется при этом. Это, блин, вот такая схема, ребят, ну реально. Да, и в результате хай-левел гоняет, круги наматывает, ёлы-палы. Во, блин.
И готово. Никакого ёб нового контента, локаций, но при этом интереса будет более чем достаточно. Видар, спасибо тебе огромное за постоянную поддержку, тоже за постоянные донаты. Привет, Харди, привет, всем приятного стрима. И не забывайте лайки за напоминание. Да, ребят, если вам не сложно, не забудьте поставить лайк под стримом. Ну и под роликами. Конечно, лучше для начала посмотреть, а то может он вам не понравится, этот ролик. Как тебе бета-тест обновы, понравилось? Я уже сказал, нету кайфа вот этого вот общности, что мы все вместе, да, и чувствуешь себя как-то одиноко. А так вообще, ну как, в смысле понравилось? Я снял уже не один ролик, мы стрим провели. Все круто. Это не такое событие, как были до этого. Есть игроки, ну вот опять проходящий ивент. Эти игроки не играют в Last Day. Да, да ёб... Зуб даю. Они не играют. Вот все, которые негативщики, такие прям лютые, они не играют даже в Last Day. А зачем они это делают? А как-то говорят сейчас, значит, у молодежи суету наводят. Просто от нефиг делать. Бездельники. Классное событие. То, что оно временное. У нас было временное с Чопером. И чё, не кайфово, что ли, было? Заметили все, даже олды, многие вернулись на канал. Блин, реально в кайф покатались. И чё, оно пришло, раз, пришло, два, а потом появились вот эти ребята постоянные. Ребят, механика один в один, ёп. То механика чья? Механика в голове разработчика, который это делает. Теперь нам на обкатку дадут окраину болот. Мы вместе с вами, все вместе будем уже тестировать. Уже релиз, уже обнова, но мы будем тестировать. И когда обкатается это все, эта механика будет у нас в болотах, в новых обновленных болотах. Где, собственно, и добавят. Укрепленный болотный комплект брони, не болотный, новые ресурсы. Именно для этого сейчас дают возможность в новой обнове получить экстрактор серый, ребят. Желтенькой. Потому что рецепты будут изменены. Вот. А то, что в эту не добавили, ну и чё с того-то, ёб. Ну не добавили, добавят в следующую обнову. Чё переживать-то? Повторюсь, обнова играет шикарно. Я все показал, ребят. И первый ролик, обзор обновления полностью. И гайдик, да, подготовка. Чё вам надо по факту, по ресурсам подготовить. И стрим у нас прошел. И еще в понедельник выйдет ролик по котам. Я подробно покажу кошек, так как я не смогу потом показать на своем аккаунте, потому что, ну, капец, ёп, не смогу. Блин, это грязь какая. А где котов брать? Да я откуда знаю, ёп, где? Где-то будем брать. Собакиных брали же, да? Начиналось все потихонечку, а в результате разогналось и уже нормально все у всех. Поэтому тут как бы переживать не надо по поводу здесь и сейчас, мне молниеносно надо. Мне много чего надо, и что с того? Что тебе надо все быстро и много. Прочность, принять. Все в процессе, все будет. Как думаешь, будут работать компаньоны? Компаньоны Дмитрий Кокорин. У нас уже были компаньоны, олды могут подсказать. Не обязательно мне даже. Олды, подскажите, кому вот интересно про систему компаньонов. Помните, у нас был ивент, мы с компаньонами по бункеру Альфа бегали. Они реальные, физически. Ты их одеваешь, даешь им оружие, и они за тобой бегают, помогают тебе Альфу зачищать. Поэтому, я думаю, вот такая механика и будет. А что ее придумывать-то, если она уже придумана, она где-то там в папке игры лежит, да, и все, и готово. Джик, вытащили это все, распаковали и уже занесли в игру. А вот как изменят само поселение, не знаю, ребят. Но вот это вот скоро в игре, вот кто рассчитывает, что там будет захват, там еще что-то в поселении. Ребят, разработчики об этом ничего не сказали. Они лишь сказали, будет переосмысленно, переделано поселение. И сказали про компаньонов из поселения. Но я уверен, как и раньше, они удивят. Приятно удивят. Нас уже удивили с дроном. Нас удивили с верными друзьями. Ребят, просто напомню, верные друзья и близко не были вообще. И никто их не планировал в игре таких. Чоппер не планировали, что на Чоппере мы будем кататься прям реально полноценно, круто.
Как и на вездеходе. Поэтому, блин, мне кажется, все классно, чё. Я бы хотел... Ну вот, Медамент хочет, чтобы тактик крафтился. Значит, изменения болот ясеневые локи не уберут. Рио Джуки. А я не понял сейчас, о чем ты, Рио Джуки. Короче, с этим обновлением, я в роликах показал, болота не меняются. То есть болота вот какие они есть. А что будет потом, когда следующая обнова выйдет? Блин, ну мне кажется, это далеко об этом думать. Но я думаю, нет, ясень будет, куда он денется? А где ему еще быть? Я просто реально не представляю, куда можно ясень еще убрать. Зачем? Как бы болото, да? Совсем другое дело, что рецепты, я так понимаю, будут переосмыслены, да? Вот эти вот какие? Ну там взрывчатка, не взрывчатка, вот это все. Потому что в данный момент, да, производство взрывчатого вещества там, ну, оно бестолковое такое. Вот, я вот о чем. Я про вот это вот именно. Нам дают, да, 3 главные награды, которые можно получить за события, ребят. Грязь и металл предстоящие. Каймановая ферма. Опять же, это просто декор, ребят. Просто декор. А самое главное это в этом событии что? Само событие и ездящий вездеход, новая механика и кайф от игры. Вот что самое главное. А не что там какая-то каймановая ферма. Но при этом прикольная, забавная, да, крокодильчики дома бегают. Так, это значит раз. 2. Экстрактор этой серы, желтой ерунды. И 3. Короче, такая разваливаешь дома, пилякаешь как байк, да? Я в ролике прямо в начале показал. И что с него? В последующем, как это уже было, я думаю, разработчики выложат прям полный список, что можно достать. Может быть, там будет трансмиссия. Когда будет вольфрам? Я не знаю, у разработчиков спроси, мужчина. Роман Бет. Роман Бет, скажи, какой у тебя персонаж? Кто у тебя персонаж в игре? Ты до какого вообще развился? Просто обычно вольфрамом интересуются нубы, которые вообще не бум-бум в игре. У них персонаж что попало. Либо знаешь какой? У него почему-то что-то есть, но он не понимает, где он это достал. Я не буду дальше, да, продолжать и намекать тебе на толстые обстоятельства. То есть у него что-то есть, но при этом он не понимает, где это достается. А как это так? А вот так. Не-не-не, Рио Джуки, болотный регион 0. Ничего не переработано. Просто по болотам, да, ездит этот вездеход. Я тоже думал изначально, что болота будут. Я поэтому в обзорном ролике сразу, да, там заметно, я подправил, конечно, скорректировал, но я сразу такой выхожу и не понял, а что болото? А как болото? А почему не поменяли? И потом до меня дошло. Болото изменят вместе с робособакой, ребят. Это одновременно произойдет. Болото, робособака, крафт гранатомета, крафт еще чего-то там. И как вы уже поняли, да, сера будет использоваться. Вот. Когда будут болота именно, да, переработаны? Кто-то вон сказал про осень. Ну да, логично. Если у нас эта обнова на день рождения, через 5-7 дней, да, выйдет обновление. Соответственно, следующее не через месяц, а где-то 2, 3, 4 месяца болотный регион будет. Ну это, ребят, это вообще вот просто вот я из воздуха беру суммы, да. Я, грубо говоря, отмерил определенное расстояние от обновления, которое будет на день рождения разработчиков. Что-то типа того. То есть это не что-то там гарантировано. Ой, блин, Рио Джуки, ты правильно делаешь. Ребят, повторюсь, в грязь и металл. Там нужны будут провода, не провода. Я все показывал, посмотрите в ролике. Так? Но самая дичь в том, что каждый день прокачка вот этого события будет требовать титан, сталь, медь, железо и алюминий. Вот эти металлы готовьте. С алюминием, железом все просто, да? Есть поселение, оно дает. А вот медь, титан и сталь,
Даже хай-левелом есть над чем подумать. Вот у меня у хая нету. И чё? Я готовлю. Я уже удалил альфу и начал готовить ресурсы эти, блин. Почему у меня нету реально? В таких количествах, там, каждый день вносить, ну, нету. Поэтому вот. Вот она, бесценная информация. Ребят, заглянуть под что там за ширмой перед представлением, вы понимаете? Самая это главная фишка. Ценность в ресурсах, что потребуется, что подготовить. Опять же, много кто спрашивает, а вездеход проще собирать? Увы и ах, ребят, халявы не будет. Вездеход, как он есть, так он есть. Если вы не понимаете, зачем разработчики Бункер Браво открыли на месяц события. На месяц, Бункер Браво готов. Да уже давны должны были собрать этот вездеход, если вам это надо. Вы все ждете, чтобы взяли его, да, убили до одной трансмиссии и 3 железных слитков. Нет, ребят, такого не будет. А вы не подумали об игроках, которые собирали его по другому рецепту? Да насрать мне на них. Вот. Вот на этом и закончим. Каждый, кто ждет упрощения вездехода. 99% из 100 насрать на то, что кто-то там мучился его собирать. Вот поэтому и не сделают. Потому что вам насрать. Ну и все, на этом мы условились. Ребят, его уже упростили. Вот если вы пришли недавно в игру, просто придется поверить на слово, не хотите, не верьте. Его упростили уже. И очень сильно. Север помнит и олды помнят. Могут сказать. Прямо на стриме, если вам интересно. Его подрезали ее чуть ли не в 2 раза. Ресурсы там, которые были. У нас количество там были по 300, по 350. Понимаете? А теперь 200. Максималка. Ну, это серьезно подрезали. То есть там, блин, всего было больше надо. Поэтому куда уж дальше-то упрощать? Трансмиссии не 10. Я уже сказал, ребят, это такие основные механики. Вы уж не обессудьте, но нет. Его не упростили. Упростили вот сейчас прям. Тебе дают возможность, собирай вездеход. Вот он, браво. Где брать трансмиссии, ты знаешь. Не знаешь? Подписывайся на канал и смотри плейлист гайды. Смотри плейлист вот этого новичка. Вот этот новичок собрал вездеход. Вообще не напрягайся. Че, мы напрягались, что ли? Нет. Спокойно я его собирал, вообще не пыхтел. Трансмиссии через коммуну. Все. Когда будет вольфрам? У меня полностью пройден путь. Скажи. Не знаю. Не знаю. У разработчиков спроси. Роман Бет, ты вообще не слышишь меня, что ли? У разработчиков спроси, когда будет вольфрам. Мне он не нужен. У меня и так все нормально в игре. Меня все устраивает. Виджин, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Игорь, привет, приятной игры, хорошего стрима. Спасибо, Виджин. Взаимно. Блинчики, каждое событие Бункер Браво бомбить по 2 раза. Блин, вот. Раньше, да, вот кто сильно там усирались, значит, чтобы зарядить больше этих Браво, там по 3 делать зачистки, вымеряли по времени. Сейчас спокойно, ребят. То есть для вездехода сейчас можно закрыть все моменты. Полностью. Кроме трансмиссий. Трансмиссии через коммуну, повторюсь. Спокойно вы соберете их. Потихонечку. Вездеход дадут погонять на события. А дальше потихонечку и соберете. Как бы все, о чем тут говорить. Можно ли будет на арендованном вездеходе по миру кататься? Не знаю. Но в любом случае, одно дело арендованное, другое дело свой. Так, на фабрику надо, да? Бравирка, спасибо тебе огромное за поддержку, за донат в очередной раз. Сохраняем традиции. Огромное спасибо. Игорь, привет. Новые детали в обнове много падают? Хороший вопрос, Ираклий. Ребят, и вот тут вот надо понимать то, о чем я говорил на стриме, в ролике. Это альфа-тест. Все количества. Все, вот, понимаете, альфа-тест, то есть
Вот видите надпись на трубе. Ярмарочная труба, ярмарочное оружие, урон 30, 1,3. Все, что текстом написано и циферками вбито, может поменяться. То есть это полная фигня полагаться на эту информацию. Ребят, поэтому вот эти запчасти, как они там падают, черт знает, нормально они падают. Но я не буду какие-то цифры называть. Это все изменится, переменится, выменится. Там 3 буровых установки. Как я в гайде, кстати, сказал. Почему-то столько людей спрашивали про эту тему. Я думаю, как ты ролик смотришь? Смотрю в книгу, вижу фигу. Так что ли? Ну, либо просто банально. Не, я его не смотрел, мне насрать, я вопрос задаю. 3 буровые установки. На альфа-тесте можно было 2 раза в день фармить 1 установку. Итого 6 зачисток. Какой у тебя будет? Easy режим, нормал или хард? Тут ты сам выбираешь. 3 буровые установки. 2 раза в день каждую можно фармить. Ящики падают ли бесконечно? Вносить в репутацию. Я в ролике все показал, ёб. Вноси сколько влезет этих ящиков. Но это альфа, вы понимаете? Там может просто был отключен ограничитель. Для кого? Для нас, для тестеров, для блогеров, чтобы потестить, показать механики подписчикам. Поэтому, ну как, блин. Но теоретически и по факту, да, я думаю, капец, да, ребят, вот эти нижние награды только что дали. Вообще жесть. Я думаю, будет безлимит. Сколько влезет, хоть усрись. Но ты не можешь безлимитно добывать эту ивентовую руду. Это раз и два. Чтобы их события проходить, тебе металлы нужны, ёп, металлы. Не те вопросы задают вот очень многие игроки, реально. То есть им насрать на то, что титан надо добывать, медь, сталь. Они спрашивают про эти буровые, а потом будут кричать: о, без доната нельзя было забрать. Каждый день вноси все четко, 100%. И вполне, думаю, все можно будет. Я за своего, за олд персонажа не смогу. Почему? Да ёп, титан, медь, это жесть, ребят. Титан, медь, сталь, 3 металла каждый день носи там по сколько? По 10, по 20. Вы вдумайтесь. Поэтому сейчас есть время, готовьте, ёлы-палы. А то потом будете говорить: донатная помойка. И чё? Ну это вот, да, обиженка, короче. Хотите быть победителем, будьте победителем, не будьте обиженкой. Либо так вообще. Ай, насрать. Вот так вот. Просто играем в кайф, сколько заберем, столько заберем. Каймановая ферма. Добытчики металлов будут. Кто уже все выкупил, у вас будет сера, да? И третья для разбора штука-дрюка. Ребят, это все декоры. Без них проживем. Ну, и раньше жили как-то без них, и нормально. Между делом, ребят, первые 3 года игра Last Day, или 4, не было никаких декоров. Потом добавили, грубо говоря, на 3-й год. Но это были декоры, с которыми нельзя взаимодействовать. Ну, то есть, ёб, кувшин, горшок, дерево, понимаете? Не кликабельно. И чё? Это потом разрабы пошли дальше и начали кликабельные делать декоры. Исходя из ваших, наших пожеланий. Что, о, а вы можете полезные декоры делать? И они взяли и сделали, да? А потом чик, и пошли дальше. И тогда уже придумали вот эти добытчики металла и всякую остальную полезную штуку-дрюку. Поэтому, в моем понимании, прогресс очевиден, его видно. Тут я не знаю, кем надо быть, чтобы не видеть. А то, что, блин, нет, надо вот полностью всю игру изменить и сделать из нее паб. Не, ребят, это Last Day on the Earth. Он не будет папком. То есть тот, кто ищет, вы ищете вообще непонятно. Вам просто, ёб, не угодить, повторюсь. Он Last Day, понимаете? А не пап. Ё-моё. Ну надо же что-то там менять, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Прям обосраться. Куда ни плюнь, игры там каждый день новый контент и все что-то меняют с ног на голову. Ну конечно. Нет, есть вот одна вот механика выживания. Вот пошло. Все, разработчики стараются ее дорабатывать, пилить, шлифовать, улучшать и т.д. и тому подобное. И все у них получается. Я уже сказал, да, ребят, мое мнение. Хай-левелом не угодишь, хоть ты тресни.
Хай-левелов можно завлечь только каким-то безумным контентом вообще. Зомби там, у которых будет по 10, по 15 тысяч хп, с уронами там по 1000 и так далее и тому подобное. То есть какой-то дикий хардкор. Но Last Day это не хардкор. Наверное, поэтому и нету такого. И, наверное, и не будет. Привет, Игорь, а зачем нужен добытчик серы? Ведь сера нафиг не... Алексей, все правильно, она нафиг не нужна сейчас. Это полное днище. Вообще, бесполезное говно. Ну, я думаю, в этом и прикол. То есть это задел на будущее. Почему? Полностью будут переработаны болота. Не в это обновление. Но это было в дорожной карте. Я подробно информацию чисто от разработчиков вам показывал, ребят. И чё? Стопудово сера будет участвовать в крафте гранатомета и т.д. и т.п. И непонятно, что еще навыдумывают. Наверное, будет участвовать в крафте, допустим, брони той же самой какой-нибудь новой, да? Ну, то есть по принципу ледяного вот этого региона и болотного. Это просто объединят воедино и все. То есть тут как бы, да, ничего такого необычного. Причем это сработало дважды и очень круто. Большинству игроков понравилось, мне тоже. Изменение ледяного региона, болотного. Ребят, вы вспомните до этих обновлений. Ну вспомните. Мы сюда приехали один раз в году ее, посмотрели, поугорали и забыли на 5 лет про эту зиму. Сейчас сюда реально катаешься. С новым обновлением еще подтягивают геном зараженного и вот эту штуку. А геном зараженного это прежде всего Бориал и, значит, консилиум. Выполнение заданий, соответственно, шляться надо по этим регионам. И это капец, это, я уже говорил, это одна из 3 самых крупных таких дичайших изменений в грядущем обновлении. Поэтому нормально все делают. Вот. А по поводу, значит, этой штуки, сера, Алексей 80, ну, в будущем будет оно использоваться. Сейчас нафиг она не всралась. Вообще. А что по поводу дрезины, там, т.т.т., ребят, ничего по поводу дрезины. Я снял уже обновление, если вам действительно интересно, вы можете его посмотреть. Вот что там есть, то есть. А что нету? А что нету, того нету. Блинчики. А что это? Где задание, ребят? Я что, не туда зашел? Вроде здесь было задание. Что-то я это, да? Как стать бета-тестером? А я не знаю, слушай, у разработчиков спроси. Я вообще не бета-тестер, я ютубер. То есть ты что думаешь, я участвую в бета-тестах? Нет. Ну, ты же поучаствовал. Я с целью поучаствовал, записать контент для своих подписчиков. Но тестировать, находить баги, там, т.т.т. не. Это другие ребята. И они этим каждый день занимаются. Без понятия, пиши разрабам. Что ты меня-то спрашиваешь? У тебя все вопросы, короче, мне адресованы, которые не мне. Ты чуть-чуть ошибся адресатом. Блин, ну реально. Я бы тебе с радостью помог, но ты как-то оторвался, роман Бет, от реальности. Почему ты решил, что я знаю ответ это? Не знаю. Партнер? Это совсем другая тема. Это не бета-тестер. Есть еще бета-тестеры. А набирают ли в бета-тестеров? Без понятия, ребят. У меня нет времени этим заниматься. Я уже говорил. Я трачу свое время на канал и на вас, ребят. Зачем я буду тратить его на какие-то вещи, на которые вам насрать? Блиночки. Ну реально. Бред какой-то. Виджин, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Я думаю, сера понравится в сборке модов на робособаку. Кстати, робособака, забыл про нее, да? Да, робособака, броня, граник. Да блин, найдут, куда надо будет серу тратить. Поэтому и погрузчик. И да, кстати, ребят, по поводу добытчик. Не погрузчик, а добытчик. По поводу добытчиков, я их переосмыслил. Да, я помню, мне задавали вопросы, какой добытчик первый взять. И я сказал, ну логично, самая сложная руда титан. И это все правильно. Но тут есть погрешность.
А где титаном-то мы пользуемся, ёп? Мы им не пользуемся. Вот сейчас событие будет, он будет нужен, да. А так не пользуемся. А вот медь. Меди-то надо, сколько. Поэтому есть смысл, да, подумать все-таки своей головой, что брать, какой добытчик первый, какой второй. Аноним, спасибо тебе огромное за поддержку, за донат, за 300 рублей. Огромное спасибо. Я Вестланд не забросил, но не играю. Ну, можно сказать, и забросил, да. Не играю пока в Вестланд. Там кланом управляет замечательный человек. Вот, но пока в Вестланд не играю. Почему? Да, блин, не разорваться на 500 частей, и я делаю выбор, и все, и уже назад не оборачиваемся. Вестланд шикарная игра, разработчики красавчики, все супер. То есть нет никаких, ничего, чего-то там. Просто вот, ну, нет времени. Азазель, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Доброго времени суток, хорошего настроения. Спасибо, взаимно. Всем хорошего летнего настроения, да, ребят? Лето вроде наступило. Отправиться на заброшенную фабрику. Поехали. Сейчас задание сделаем, ребят, да? Ну и чуть-чуть хотя бы еще пооткатываем эту ярмарочку. Сегодня Джурасика нету. Блин, вот энпакинг. Веришь? Вот честно, ребят. Начали красиво по Джурасику, а дальше вы не ставите лайки, вы никак не поддерживаете выход роликов. Для меня финал уже очевиден. И чё? Я красиво не делаю по 10 раз там лайк не забудь, лайк не забудь. Красиво в конце ролика, чтобы не мешать тебе еще и этой ерундой, да? Вот. Но вы, блин, как бы, если ты хочешь видеть контент этот, надо поддерживать контент этот, чтобы он выходил. А так вообще, да, дни Джурасика сочтены. Просто вам заранее экстерном говорю вот от чистого сердца. Потом не обижайтесь. Пока поиграем, все отлично. В воскресенье завтра выйдет ролик по Джурасику. Нифига себе, ребят, извините меня. Эфирное время канала забралось от такой офигевшей игры, как Grim Soul, в пользу Джурасика. Я жду от вас, что вы будете поддерживать, лайкать, оставлять комментарии, а не просто вот это вот. Потому что, ну а как? Грим куда популярнее, и играем мы давно, и подписчиков подписано на канал, блин, чуть ли не почти половина, кто играет в Grim Soul, а не в какой-то там Джурасик. Поэтому, блин, мужчина, а кто там по Джурасику? Нормально с ним, пока играем. Печка, ты шаришь за... Я вообще ни за что не шарю. И не за это, и не за то, да. А поясни просто, ты о чем? Ты про красную линию вообще, что ты говоришь мне? Красная линия. Это выражение, знаешь, откуда пришло? Из далеких забугорьев. У нас такого сроду, ёб, не было. У нас было последнее китайское предупреждение и многие другие выражения. А вот эта красная линия, это оттуда пришло. А что? Это выражение использовать можно везде. Завтра красная линия, если ты не сдашь сочинение. Уважаемый ее. Да? Да, иначе та-та. Ты понимаешь, то есть? Да где угодно можно его использовать. Почему нет-то? Я вчера Джурасик удалил, после ЛДЕ его реально мало. Виджин, ну да. Много кому понравилось, я сказал, ребят, реанимировали игру, разработчики сказали, работают. А как будет дальше, только разработчикам известно. Я прям мониторю их, прям чаты там, нет, ребята, вот мне заняться нечем, ёб, чтобы мониторить их чаты. Ну, работают люди, работают, и дальше пусть работают. А я в своей теме. Сайстанду. Телек, видосики пилит. Да мне вообще насрать. Это просто бестолочь очередная, которая думает, что таким образом он обосраться, прям раскрутится, поднимется, да? И чё? Ну и ладно.
соси станду. А ты смотри дальше всякую парашу и затупляй свой мозг от таких застранцев. Я уже говорил, ребят, да знаете, есть выражение «мы то, что мы едим». Это полный бред, безумие. Придумали, наверное, веганы ее придумали, это выражение. А вот то, что ты смотришь, это в тебе. Это факт. Да, конечно. И если ты смотришь какой-то затупляющий, агрессивный контент, ну ты думаешь, это никак не скажется на тебя? Очень даже. Ты будешь подчеркивать выражения оттуда, ты будешь, ну, много чего. Даже непроизвольно, само по себе это будет. Поэтому я вообще не понимаю, что тратите время на всякую парашу. Ее полный YouTube. Почему? Это легкая дорожка, да? Снять на кого-нибудь засер, хейт. Это легкая дорожка. Но она не туда ведет в большинстве ситуаций. Пускай идут дальше ей. Следак, спасибо тебе огромное за постоянную поддержку, за донаты. Это выбор каждого, ребят. Просто имейте в виду, да, когда вы выбираете легкий путь, за все придется платить. И за легкий путь тоже. Бесплатный только сыр в мышеловке. Да, короче, сайс-то до. Ты завязывай все. Не засоряй чат, ёп. Иди дальше, смотри, что ты там смотришь. Мне вообще насрать. Привет, Харди, хорошего стрима, меньше нервов. Дмитрий, да какие тут могут быть нервы, блин? Из-за каких-то троллей, что ли? Да ты брось. Я дядя взрослый, мне хватает головника и так. И чё? Эти тролли маленькие телепузики, у которых мама с папой, значит, обеспечивают им все, они еще просто далеки от этого. Они еще даже не понимают. Вот то, что они свое драгоценное время тратят на всякое говно. Ну ладно, что поделать. Мне их жалко. Жалко у пчелки. Есть мама, папа, пускай они переживают за этот счет. Вместо того, чтобы делом заняться. Чем? Тебе нравится за компьютером сидеть? Ролики пилить? Отлично. Изучай профессиональный монтаж, я не знаю, программирование. Но нет, ты делаешь всякое говно, ёп, блинчики. Себя затупляешь, других затупляешь, которые 10-13 лет уши развесили и ведутся. Это отвратительно, блин. Да? Ну, конечно. У тебя ее только начинается все. Времени безлимит. Спокойно выдохни. Ты можешь что угодно. Хочешь стать новым Илоном Маском? Вперед! Вперед, ёп! Только не занимайся говном. Опять же, надо и отдыхать. И чё? Ну и вот тут вот канал Печка ТВ. Со мной вместе отдохнешь. А когда будешь трудиться, работать, интеллектуально развиваться, вот, но только не отупляющую фигню. А еще, ребят, да, очень заразительная штука-дрюка, шот-ролики. Я про них уже говорил. Ёб, какие же они заразные, а? Вот сидишь, кофе пьешь, один, второй, третий, и ты не замечаешь, как время бежит, а ты листаешь их до безмеры просто. Это вообще, это ёб такая, я вам взрослый человек говорю, это очень опасная штука. А если, значит, ты молодой еще и юный, это вообще, тебя надо, блин, уже маме с папой беречь от этого говна. Ты сам не сможешь. Не? Очень лютая штука, ребят. Вот поэтому, да, много где уже там запрещают до 16 социальные сети и всякие шот-ролики, до 18, чтобы ребенок, мог развиваться все-таки, а не дебилом рос. Чтобы он мог учиться спокойно, читать. Почему? Ну потому что до такого дошел вот этот вот контент, он прям реально, тебе мозг разъедает, и ты не можешь от него отказаться. У тебя прям какая-то зависимость, вот это листать говно. Реально жесть, блин. Ребята, я вам говорю, это опасно. Я вижу в этом прям обосраться угрозу какую. И вместо того, чтобы, понимаете, что-то вот пить кофе, что-то грамотное, да, поделать как-то. Я вот тут говно пролистал, время просрал, прям остался только недоволен. Что столько времени убил. Да, они классные, они прикольные. Почему? А потому что искусственный интеллект, ребят, вот кто-то говорит, вот искусственный интеллект появился. Да он появился уже 15 лет назад. Просто о нем никто не говорил, он был не для общего пользования. Что это такое? А это вот когда ты листаешь, где-то задержал свой взгляд на 15-20 секунд, не дай бог на минуту. Тебе подсовывают это.
Потом ты поискал в своем устройстве, значит, купить новые трусы в горошек. Или как в Last Day, чисто красные труселя. И он тебе подсовывает уже труселя на основе твоих вкусов. И уже формирует тебя в своем компьютерном. И подсовывает тебе то, что надо. Он давным-давно уже появился, ребят. Этот искусственный интеллект. Он вот у тебя в руках, у меня в руках. И все тебе по... Ну, там кто-то скажет, это SEO, это там оптимизация, ППП. Короче, это все ля-ля-фа, блин. Вот, поэтому ничего ее не прямо обосраться. Бум, изобрели. Давным-давно уже изобрели. Поэтому так как аккуратно все тебе подсовывается, и ты такой, ух, ничего себе, прям мысли мои читают. Ну, отчасти так и есть. И чё? Ну, я не вижу в этом ничего плохого. Почему? А я простой человек. У меня глобальные, значит, вопросы вообще. Где глобальные вопросы, а где я? Ёлпал. Е6Н. Листаю шорт только по сварке. Красавчик. Во. Вот за это да. То, что тебя обучает, еще тебе в кайф, тебя развлекает. Экономит время твое, какая-то информация. То есть всегда есть две стороны, да, одной медали. Белая и черная. И чё? Сколько в этом грязи, столько же и полезных, значит, позитивных вещей. Очень классных. Все от тебя зависит, что к тебе будет прилипать. Та грязь или что-то важное, нужное ее, полезное. Только от человека зависит. Так, чё. Кувалду скидываем, да? Что-то это, да, ребят? Если ярмарки сильно прям это, то мы вообще по большую часть стрима на ярмарке будем проводить. Ну, неплохо, да? 2 трубы оставлю уже на следующий этап. Давайте вот так ограничимся, ребят. Все, больше не делаем, потому что и так жесть. Блин, я когда эти трубы чертовы тратить буду? Блин, что-то накопилось уже, ё-моё. Не представляю, ребят. Транспортный хаб, ребят, нету транспортного хаба. И хорошо, то каждый стрим мы транспортный хаб ходим. Уже давно коричневые линии пошли без негатива. Ну, я понимаю. Игорь, ты говорил, на тренировки ходил. Посоветуй тренировки в 38. Работа физическая 2,2. Ну, у тебя есть мышечная память, да? Слушай, есть подписчики канала Печка ТВ. Это такие, знаешь, мужчины-картинки. Вот, к примеру, Серега, да? Че, фитнес-тренер. Блин, они, конечно, тебе лучше посоветуют. Но и чё с того? Да капец ты зелень. У тебя еще все только начинается, да? Я приветствую. Почему бы нет? Почему бы не восстановиться? 2,2. График 2,2. Ну, то есть, после работы, капец, тебе надо день отходить, не меньше. Вполне. У тебя один день перед работой, да, грубо говоря, ты полностью свободный. Все. Вот. Если у тебя будет в неделю 3 тренировки, это вообще шоколад. Даже 2 класс, уже супер. Но тут самое главное, ну ты же понимаешь, тебе стабильность нужна. Это раз и 2. Вот ты занимался когда-то спортом, потом, как и многие люди на планете Земля, жизнь, мы растем, заботы, проблемы бросил. Так? Если ты опять сейчас войдешь в эту воду, ёб, тебе нельзя из нее уходить. То есть это надо прям уже как взрослый осознанно понимать. То есть теперь уже никогда не забрасывай. Иначе у тебя может измениться вообще в организме все на свете. Я не фитнес-тренер, но я это понимаю, да. То есть у тебя метаболизм может, вот ну все, понимаешь, измениться. И ничего хорошего от этого не будет. А так вообще, во. Че, одна тренировка, спокойно ты можешь проводить. Опять же, не надо усираться. Чтобы ты себе связки не порвал, еще что-нибудь не сделал. А спокойно, как в 20 лет, да, стандартная тренировочка, не знаю, там 1,5-2 часа, во, супер. Блин, класс, я рад за тебя, что ты пришел к этому. Все только начинается. А в здоровом теле здоровый дух, меньше будет болезней со временем.
и всякой ерунды. Почему? Ну, кровь должна гулять отсюда и до туда. То есть тут дело не в том, чтобы Арнольд Шварценеггер, да, нажрался всякого говно, курс пошел. Нет, я против этого. Ради бога, это люди, это их жизнь, да, пускай там бодибилдеры там жрут, что хотят. Они сделали свой выбор, без проблем, кто им запрещает. Но вот чисто просто там говорить, что это для здоровья, не, это не для здоровья. Я все-таки за именно вот за здоровый спорт, а не за вот такой фанатизм. Подскажи, бочонки пустые из-под... Их можно... Они нужны для крафта, для бомб средних. И их можно как топливо использовать. Казалось бы, это так мало. Не, это дофига. Потому что ты будешь дальше играть в игру, жрать, и у тебя периодически будет горючка этими бочками. Я их в костер закидываю. Чуть-чуть оставил для производства бомб и готово. Ну, то есть много для бомб не оставляй. Почему? А у тебя не будет никогда много бомб по крафту. Хотя, если выиграешь в одном из розыгрышей канала Печка ТВ, 200 пороха как упадет, закрафтишься этих бомб. Вопросик, что меня ждет в канализации, где взять генератор? Генератор надо скрафтить. Не, он не сделает его с рейда, потому что по его развитию еще. Скрафтить придется, чтобы разблокировать канализацию. Но это один раз делаешь и навсегда. Ну, соответственно, да, один раз сделал и все. Роман Бет, тебе сколько лет? Или в каком ты состоянии? У тебя... Я переживать уже за тебя начал. У тебя все хорошо? Как у тебя самочувствие? Роман Бет, который меня все про разработчиков спрашивает. Нормально у тебя все? Ну чисто физически, со здоровьем нормально все? Здравствуй, Игорь. Могу пойти на рейд, но боюсь, что зарейдят в ответ сильно. А, Зерти, у меня есть замечательный ролик, чтобы ты перестал бояться. Иди спокойно и не бойся. Что там в ролике? Там в ролике я показываю, что это не... Ай, блин. Негодяй успел плюнуть. Ничего не будет с твоей базой. Кому ты нужен? Вот честное слово. Кроме мамы и папы ты никому больше не нужен. И рейдерам тоже. Ребят, у меня есть гайд по рейдам. Вот просто шикарный гайд. Как защититься. По периметру ящики, копьям с модификациями, алюминиевая проволока прежде всего. Потому что альфу даже нубы чистят копьями. Алюминиевая проволока, если тебе попадается алюминиевая руда. Но проволока лучше. Все. Рейдеры возьмут ее, еще и следы тебе оставят. Центр обеспечиваем по периметру защиты. У меня, у новичка у этого, всего 2 стенки соломенные защищают центральное хранилище. 2 стеночки ее, и все отлично. Ты можешь взять, сделать 4. Я так играл за свою основу. Очень страшно было, у меня было 4. Точно ничего тебе не грозит, даже при угрозе в 2 ёб черепа. Если ты все сделаешь. Это раз, 2. Деревья. Иди копать деревья, дубы и елочки. Накопаешь 40 штук, огородишь базу и забудешь вообще. Обо всем, ёб, надолго. Что там бояться-то? Но ты лишаешь себя халявы. Каждый, кто не рейдит и боится, ребят, вы себя лишаете просто тонны халявы. Блин, ну это капец, да? Вот нафиг мне нужен следующий этап. Вы представляете, сколько я вот за этого новичка натаскал уже? Если у вас еще не собран там, допустим, вездеход, там, дрон, еще что-то. Ребят, это вообще, вот это вот ярмарка, это золотой ивент. Я давным-давно говорил, блин, да вот фиг знает по поводу там охотничьего инстинкта, вот этого, кто круче. Сейчас все, без вариантов. Это самое жирное событие из всех в игре Last Day. Дело не в механике, что делать, а
Тут награды просто дичь. Ну и знаете, в механике тоже дело. Здесь не так много ресурсов надо, как в других событиях. В других событиях там прям обсеришься каждый день, ресы эти закидывать. Третий этап, он капец, он уже не такой, да? Там эти игрушки, это что-то с чем-то. Но первый, второй этап вообще халява. Есть очень много игроков, которые мечтают о том, чтобы их зарейдили. Ждут и никак не дождутся. Ребят, это не прям вот, что ты пойдешь на рейды и все, тебя разденут. По периметру ящики с наградой давай для рейдеров и все. Они ее берут и они довольны и уходят. Так, ну чё, проходим, да, ребят? Это прикольно, я при вот этой штуке успеваю достаточно много комментов читать, отвечать вам. Ну и чё теперь? Весь стрим на ярмарке. Ну вы видели, да? Количество труп, вот это все. Блин, новичку надо прям ярмарку, короче, фигачить. Чтобы побольше нахватать. Это раз и два, гусенок. Если так по-серьезному, повторюсь, эти изменения на ярмарке, ребят, это не изменения. Это возвращение старой модели. Основной модели. Но это важный момент. Вот такая ярмарка была всегда. А потом разрабы что-то взяли с дуру и сделали вот такую систему, что можно на следующие этапы переходить. Когда они это сделали? В тот же момент, когда они добавили очень крутую штуку, да, олды, которые уже прошли ярмарку всю, они по новой теперь проходят, но гораздо сложнее, но и другие награды. Блин, это великолепно, ребят. Как бы вот, что бы вы ни говорили, это классно. То есть, да, цикличность. Бесконечные зомби в бункере Альфа. В событиях это реализовали разрабы уже. И не в одном, везде. Если ты олд, ты прошел полностью событие, ты сможешь его опять проходить, и тебе будут совсем другие награды. Да, вы это видите везде. У тебя погрузчик, а у меня не погрузчик, у меня уже другие. У тебя вот здесь вот будут, допустим, вот здесь у тебя, да, шансомат, а у меня не шансомат, я его забрал, у меня другие награды. То есть это они уже реализовали. Чтобы событие перло, был смысл в нем и для тех, кто его прошел. Азерти. Блин. Азерти, вот тебе Рио Джуки говорит, ты понимаешь? Вот ты, когда с тебя что-то заберут, ты потом на меня не кричи, пожалуйста. Я тебе говорю, ты посмотри для начала гайд мой по рейду, где я показываю защиту. Вбей гайд Last Day рейды. На канале просто, не в Ютубе в полном поиске, там, в Рутубе, а на канале, в поиске через канал именно. И что, и посмотри нормально вот эти моменты. Блин, ладно, давай я покажу. Ребята, чтобы не бояться рейдов, вам надо, вот условно, у меня вот главное хранилище, у тебя, ёп, вот здесь будет, насрать вообще, у тебя может одна клетка будет. И чё, его мы апгрейдим, красиво апгрейдим. Первый способ, хитрожопый, вот так вот деревьями городили, 20 елок максимум можно на базе иметь и 20 дубов. Итого 40 деревьев. Я не буду высчитывать, это, ёп, огроменный кусок. Все, что внутри, рейдеры не смогут взять. Потому что рейдеры это скрипт. И чё? И он не может проходить через вот это фантастическое дерево. Это мы можем. А для рейдера это дерево кубик, ёп, стена. Для нас оно дерево. Но невидимые стены для рейдеров это куб. Понимаете, да? Вот эту хитрожопую штуку рано или поздно разрабы уберут, ребят, между делом. Вот помяните мое слово, не из-за меня. Но это потому что, да, это
капец. Вот, это раз. И два, нормальный дедовский метод, ёп. Уже сколько так вот живем, уже ни одного новичка, блин, вырастили и воспитали. И все хорошо. Раз стена, два стена, 3 сделай и 4 до главного хранилища. И по периметру установи вот такие чемоданчики. Вот такие малюсенькие, крохотные. И в них положи обязательно алюминиевую проволоку. 2-3 со временем соберешь модификации для копья. Копья. Все. Все. Будут те следы и не будут тебя рейдить. Вот эту алюминиевую руду туда же можешь засунуть. Почему? Не знаю почему. Это не я один придумал. Это 100 миллионов ёб лаздейщиков придумали все вместе. Вот мы играли и доперли до такой хитрожопой штуки. Все. Вот они. Раз. Вот это 2 по ценности. 3. И спокойно идите рейдите, не переживайте. А если без этой системы, ну тогда неспокойно иди рейди. Не переживай, но неспокойно. Если вдруг что-то у тебя пропадет с базы, ты потом на меня не греши. Я тебе сказал, как надо. А ты делай, как тебе надо. Так, чё? Думаю, собираемся, ребят, зимний регион, да? Повторюсь, генезис нашивочки в новом событии, возможно, будут использоваться. Тут ключевая штука-дрюка, возможно. Почему? А я на бета-тесте не успел этот момент потестить, ребят. Хорошая мысля приходит, правильно, опосля. Это раз и два. У меня на персонаже там капец надо было задрачивать на тестовом аккаунте. У меня там 0 заданий было. Это было, короче, нереально. Мотель и фабрика очень переосмыслены были. Мотель и фабрика. Блин, вот на самом деле редиска. Вот смотри, есть новички. И новички очень переосмысленно идут в этот мотель. Ты понимаешь, что? А потом не нужен он. Ну да. Но пока ты новичок, мотель очень нужная для тебя локация. И что, и как вот сделать, чтобы она всем угодить? Я честно, я не представляю. У меня обычно есть ответ на все. Тут нету ответа. То есть в любом случае есть локации, которые, ну ничего ты с ними не сделаешь. Они проходящие. Ты развился, и ты в них ходить не будешь. Но как разрабы решили этот вопрос изящно? Тут просто надо по-честному думать, а не визжать с дивана донатная помойка. Они добавили события всякие. Вот в этом календаре событий куча всякой фигни, которую мы так или иначе нас возвращают назад. И в мотель тоже. Для фарма тех же очков и т.д. и т.п. Поэтому говорить, что тут нет в Лаздее каких-то невостребованных локаций, это неправда. Каждая локация здесь востребована. Потому что есть события, в которых они участвуют. Ну, на мой взгляд, это очень даже забавно. До этого еще допереть надо было, ребят. Никто готовый Лаздей шаблон не дал разработчикам. Это они все в процессе уже допиливают, балансируют, делают. Блин, я говорю, ребят, вот, блин, ёп, вот лишний раз, вот если ты программист и пришел на мой стрим, тебе, как и всем, огромное спасибо. Возьми и научи какого-нибудь вот одного, другого, ну не поленись, напиши просто коротко, да, на своем языке. Ты вообще представляешь, что это такое? Чтобы добавить там какую-то маленькую ерунду, ёп, в игре. Ты как программист лучше, чем я, объяснишь, что это все очень сложный процесс. И кто до какого уровня развили игру Last Day, это великолепно. Дай бог, чтобы так у остальных разработчиков получалось. Но нет. Есть такие прикольные игры, как Jurassic Survival. И чё? Вы понимаете, в чем приколюха, ребят? Ну вот, если бы не было каких-то проблем там, тогда бы у них все было великолепно. Есть одно такое выражение, очень старинное. Если бы у бабушки был бы... Она была бы дедушкой. То есть
Ну и что дальше-то? Если бы у разработчиков все было в порядке, игра была бы фантастическая. Вы что думаете, у разработчиков, у владельца кефира, что ли, не было проблем, забот за время существования игры? Блин. А я вот думаю, очень даже были. Вот в этом и прикол. Кто-то просто справляется, выруливает и карабкается, и идет, и все хорошо. А кто-то вот идет и таких большинство. Блинчики. Поэтому все, тут думаю, да, понятен мой пример. И в данный момент вот это, ну что, я вон с большим удовольствием начал снимать что-нибудь свеженькое, новенькое, типа Джурасика. Ну вот, как заметил Виджин, что-то я поиграл и удалил слишком мало контента. Да, увы, ах, это ёб чистая правда. Контента не просто мало, а катастрофически мало. Я вот сегодня запиливал на завтра ролик по Джурасику. А игра-то все закончилась. Ну, есть еще чуть-чуть там, да, есть еще что надолго, потому что я не могу много там играть. Но в любом случае, да, уже виден финал. Не сравнить с каким-нибудь Last Day в Grim Soul. Вообще, без вариантов. Между делом, если вы не играете в Grim Soul, ребят, будет желание посмотреть на эту игру. Когда зайдете, посмотрите, короче, за узкое море, ёб, назовем его красиво. Посмотрите, шахта, короче. До нее можно добраться. Но вам нужен корабль. Блин. С момента создания персонажа до корабля у тебя нету детей? Вот за это время у тебя дети уже появятся свои. Блин, вот количество. И говорить, что нет, там надо в одну точку бить, чтобы его собрать. Нет, все красиво, приключение идет, выживание, и ты идешь к этому кораблю. Это не в одну точку циклично повторять. Вот, понимаете? Ну, Джурасик, блин, ну я как и говорил, классно, но она такая мизерная, она такая крошка вообще. В сравнении с Гримчиком и с Лаздеем, вообще. Не знаю, как у них там дальше пойдет, посмотрим. Я вот дома тоже имею даже 3 козы. А, косу. Блин, это круто, Рио Джуки, когда человек может вот таким заняться, да? Чем? Ну, нормальными вещами, скажем так. Люди, которые всю жизнь в городе живут, блин, капец. Да не дай бог, что-то будет происходить в мире. Город это будет вообще просто беги. Блин. Почему? Ну потому что в городе у тебя вот все, из крана бежит вода, там говно ее смывается, да? Абсолютно. А как ты кушать? Где ты кушать берешь? Ты в магазин просто идешь. Все продумано, все четко. Но так все шатха. А вот человек, который выжил, вырос в деревне, или вообще он хоть какое-то понятие имеет, я считаю, они более приспособлены к жизни, чем люди, которые из города. Почему? Ну по всему. Блинчики. Человек в городе, он знает только одно. Взял денежку, пошел в магазин. Все. Рио Джуки, спасибо тебе огромное за поддержку, за донат в очередной раз, за постоянную поддержку. Огромные донаты такие. Спасибо. Вот. Опять же, ребят, я лично сам родился и вырос в городе. То есть вы не думаете, что я там это разделяю. Просто будем честны. Будем честны. Если апокалипсис, люди из деревни больше выживут, чем люди из города. И дело даже не в перенаселении городов, ёб. Ну и в этом тоже, но нет, тут сейчас не об этом. Дело в том, что человек из города вообще просто не приспособлен к каким-то апокалипсисам и выживанию. Если кто-то и выживет, так это человек, который, блин, родился и жил в деревне, а не в большом городе. И он не привык к тому, что все на блюде за бумажку в супермаркете. Тут даже говорить не о чем. О, ребята, дуб. Берите, копайте, и будет вам дома суперзащита. 100% всегда в этой локации. Прям 100%.
То есть нет никаких шансов. 100% одно дерево тут есть. Ну, оставим 99, как обычно, да? Как вот я говорю. Почему? Ну, мало ли. Раз в году и палка стреляет. И чё? Ну и вот точно такая же елочка, значит, в бару. В Сосновом. В оранжевой локации. В оранжевой локации деревянной. А, воин из-за угла. Ребят, я не стал этот контент просто показывать. Я не знаю, как разработчики решат эту тему. А зачем ее решать? Вы вообще представляете рейд на вездеходе? Нет? А представьте. Чоппер заслонял один проем дверной. Вездеход 2 закрывает. Как полностью, ёб, 2 переграждает и невозможно ни зайти, ни выйти. Никому. Блин. Как они решат этот вопрос? Я думаю, кожеедики будут красиво как-то вот так обходить текстуру. А может быть и не будут, может сразу не будут. Да, вездеход на рейде ставишь и все. Воин из-за угла работает? Конечно работает. Это первое, что я проверил. То есть пригнал этот вездеход, как раньше, куда тебе угодно, ёп, и воином из-за угла фигачишься. А еще, ребят, мы на стриме посмотрели очень крутую механику. Вам за это спасибо, до меня сразу не дошло. Значит, в чем суть? В транспортном хабе, прикатываем вездеход, да, и пулемет просто уничтожает босса. Там 1600 хп у него остается за короткий промежуток времени. Ёп, это грязь вообще. Я только что про рейд уже сказал, не знаю, зачем ты повторяешь мои слова. Я говорю, не стал выкладывать. Кто там выкладывает, мне насрать. Когда обнова выйдет, тогда выйдет. Или, к примеру, подарок, ребят. Вот кто-то не понимает, почему ты не показал подарок. А вы считаете, надо было показывать не мой подарок, а подарок разработчиков, которые подарили вам? Я считаю, не надо было. Я так сразу и сказал разрабам, я подарок ваш не буду показывать. И потом они уже через время сказали, ребят, не показывайте подарок в своих роликах. Почему? Ну, блин, это такая вроде мелочь, но все-таки, да, ребят, ну как, зачем, блин? И Рен, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Привет, Харди. Первый мой донат, походу, не долетел. Алерц опять тупит, поэтому вдогонку второй. Почему долетел? Он был самый-самый первый. Я только стрим начал, и он уже прилетел. И Рен. В деревне все имеем. И грабли, и злых собак, и вертолет. Блин, ну капец-то классно. Я уже говорил. Я хоть и вырос в городах, но при этом мне больше по кайфу не города. А как-то это и воздух посвежее, да, и вообще суеты меньше. А так всегда было? Блин, да так и в 20 лет было. Я ходил как, ну, каждому свое, ребят, каждому свое. Меня не очень радовали клубы там или еще что-то. Почему? Ну, а вообще, жесть. И я понимаю, когда ты, короче, на яхте. Да? На яхте. Музло орет, ёп. Или там на берегу пляжа, там какой-то бар прям на пляжу, море, чтобы рукой достать. Музыка. Во, вот это я понимаю, вот это нормальный клуб. Но когда вот эта коробка и все там потные, вот это вот. О, нет, это я не понимаю. Каждому свое, да, у каждого свои радости, согласен. Но я просто говорю, что не, это не мое. Я в этом мало вижу кайфового. То, что там гигабайты звука, да, там вообще у тебя внутренности шевелятся. Ну да, это прикольно. Но опять же, да, не прикольно потом под утро у тебя башка будет вообще деревянная. Таким злоупотреблять не надо, а то глухой останешься, блин. И потом тебе уже не до клубов будет. Блинчики не гадят. Одно из самых сложных заданий, ребят. Чистый махач — это раз и два. Их невозможно застелсить, засранцев. Они знают, что ты подходишь. Вот я полз. Че вот он заагрился? Такое задание. Одно из самых сложных, повторюсь. То есть затраты, да, при этом задании.
Не, я согласен, цивилизация классно, когда она у тебя под рукой, короче, да? То есть ты вроде как бы в деревне, но при этом ты сел в карету, чик, и уже цивилизация. Это идеально вообще. Ну и может быть у тебя частный джет, ну и тогда вообще великолепно. Живешь на своем острове, как сосущий этот Эдвард, да, как его, вампир. Вот, сел в самолет, самолет, ёп, оп, уже, верить чита. А есть такие на планете? Есть такие засранцы-счастливчики, есть. Почему засранцы? Ну, так чисто, по-доброму, завидно. Есть, конечно, есть. И чё, бамсы, они уже, блин, все, они уже шопятся. Бамс самолет и опять на своем острове. Капец, вообще, я в шоке. Такое только в кино. Да нет, нет, такое не только в кино. Но за одну жизнь такого не получается сделать. Для этого надо очень их много. Не в одном поколении. Можете сказать, когда выйдет обновление? Могу. Значит, суббота или пятница. 22-23. Смотри, я могу ошибиться. Ну, то есть ты думаешь, что у меня есть четкая информация, когда выйдет обновление, да? Смотри, мы играем в игру, которая вот в мире выживалок, но это все-таки номер один. Номер один. И это не просто номер один. Они это доказали уже неоднократно. Они до сих пор на пьедестале, их не могут скинуть уже, ёб, 10 лет. И ты думаешь, эти люди настолько глупые, чтобы ютуберам разглашать четкую цифру, когда выйдет обнова? Ты чё, блин? Иди сюда, пс-пс. Только никому не говори. Обновление выйдет 23-го. Все, никому не скажу, конечно. Да, конечно. Не. Блин. Суть блогер, ютубер — это человек, который создает контент для своих подписчиков, делится информацией, понимаешь? То есть не срастуха, да? Конфиденциальность и вот, блин. И то, как бы, вот партнеры, да, там определенные вещи, это нельзя, это нельзя. Там, ну, даты нету, ребята, нету. Никто не говорит дату. Но мы прекрасно знаем, когда день рождения Last Day. И день рождения Last Day, на день рождения Last Day будет обновление, ребят. А день рождения 25-го, правильно, да? Я не ошибаюсь. 24-го или 25-го. Поэтому за 2-3 дня плюс надо учитывать праздники, выходные. Предполагаем, что обнова в четверг 21-го не выйдет. 22-го, 23-го самый самокат. А может быть и выйдет 20-го, 21-го. Почему? Ну а почему нет? Это я на свой часовой пояс. А мир-то большой. И в Last Day играют во всем мире. Да? И чё? Нам неудобно как-то, еще не выходные. А кому-то будет удобно. Когда А болото когда будут? Ой, ребят, болото именно, это вообще долгая песня. Я понял, Владимир, вы поняли, да, что сейчас большой пласт контента. Большой. Но болото будет просто огромный пласт контента. Потому что болото, новый третий регион. Ну, это понятно, это будет вообще дичь. Найти генетические образцы канализации. Ребят, давайте попробуем. Но, да? Помните, я в ролике показывал? Умер, блин, делал монтаж, забыл про персонажа. У меня часто такое. Я делаю монтаж, а потом такой, а что это такое? Что за вкладка? Включаю там черный экран. Вы умерли от жажды. И чё? И вот я в порту так умер, 2 комплекта брони просрал. Там что еще? Насрать, важно, что я вот такую вот броньку просрал. Да? Ну да, обидненько, блин. Давайте попробуем собраться все-таки на острова. А точно, Гаррет Тень, привет. Румит, привет. Точно я не знаю, когда выйдет обнова, ребят. Тайна, покрытая мраком. Кто ж знает-то? Жесть, кефир на целый самолет насобирал. Доната, что ли? Редиск, тебе сколько годиков? Ой, ты совсем маленький еще, да? Ой, блин, я тебе завидую. Слушай, ну, вообще-то это разработчик. Один из самых мощных. И чё? Ну, значит,
годовой доход тоже мощный. На самолет? Ты что, угораешь, что ли? Мне кажется, мужчина себе может и 3, и 4 самолета позволить. Ты не знал? Или ты думаешь, так, игрульки какие-то делают. Блин. Ёлки-палки. Я думаю, если надо, он и 4, и 5 купит. Просто зачем ему? Ему одного своего личного самолета достаточно. Так он же в Волгограде живет. Да, конечно, в Волгограде. Он как раз тот самый, который на островах живет. А в Волгограде он родился и основал, значит, все. Ну, давайте мы не будем об этом, ребят. Как бы, блин, все, да, как-то мне прям не по себе. Все нормально, блин. Это тот самый случай, когда я скажу красавчик. Почему? Он ни у кого ничего не отбирал, чужое не брал, он сам это все сделал. Поэтому все, о чем тут говорить? Я за любой движ, если вы сможете лучше, отлично. Не забывайте потом маленький канал Печка ТВ, приходите ко мне. У меня там до сих пор есть под биткоин там. Я из садика пишу. Ну, я понял, редиска. Ты просто прикольнулся? Не, просто редиска. Понимаешь, в чем прикол? Часто, значит, вот приходят, да, молодые подписчики канала Печка ТВ, но они как-то вот не то, что в негативном ключе судят. Они вот, что-то типа. Ну, и тогда я уже так по-злому стебусь. Почему? Ну, зачем ты осуждаешь взрослого человека, если ты еще юн, да, и вот ты как бы... Вообще, ты так по факту, в принципе, блин, на меня сейчас какашки полетят. Ты не имеешь права вообще в свои 15 лет судить хоть какого-то человека старше себя хотя бы даже на 10 годиков. Ну, чисто из уважения по отношению к возрасту более старшему. Вообще, по факту, не суди, не судим будешь, да, это все понятно. Но это легко сказать, а сложно сделать. На самом деле все обстоит по-другому. Но когда ее ребенок что-то там пытается анализировать и высказывать взрослому человеку, ну это уже прям с твоей стороны, уважаемый ребенок, это просто вот не ты, ну капец. Воспитанию твоему прям не позавидуешь. Почему ты такой? Я уверен, мама с папой стараются. Ты где-то в интернете это говно подцепил. Не учись плохому, учись только хорошему. И будет все ништяк. Сколько тебе лет? Респект. Ну, не 13, не 10. Респект. А что тебе не понравилось? Я вижу, у тебя уже прям тебе что-то не понравилось. Выскажись. Поведай о своей боли. И мы вместе постараемся тебя. Ну, не то, что исцелить, но как-то поддержать. Black Milk? Да я же сказал Black Milk. Не суди, не судим будешь. Это вообще на самом деле не от большого ума люди осуждают друг друга. Да, мудрецы никогда не будут осуждать. Ни богатого, ни бедного, никого. Почему? Потому что ты всей картины не увидишь. Ты не бог, чтобы видеть всю картину. И как, и чего, и зачем. Я же говорю, это просто, это капец, это жесткая тема и сложная. А я сужу. Блин, да. Были ситуации, прям с такой, блин. Ну, я не буду сейчас про грустные моменты. Ну, вот идешь ты по Москве, там 3 вокзала, и там тусуются такие мужчины, да? И все нормально, он вроде, вот он здоровый мужик, а он сидит. Опять же, да ты не суди, мало ли что там у него в жизни было, что он вот так вот. Может, он просто взял и сказал, да пошло оно все, что-то типа того. Поэтому и говорят, не суди. Так, Харди, обнова, то, что ты показал. Василь, Харди, обнова, то, что ты показал на видео. Что будешь больше? Пытаюсь понять, Василь. Ты чуть-чуть на ридной мове как-то, да? Ну, что-то полурусский, не понимаю тебя. В смысле, да, я показал обновление, альфа-тест. Циферки могут измениться и что-то точно изменят.
шансы выпадения ресурсов, количество ресурсов, по времени сколько будет доступен ивент, естественно, сколько будем зачисток делать этих вышек, этих нефтевышек, этих буровых. Вот, ребят, по поводу вот этих штук. Вы ждали, и я ждал. Задел красивый, да? Захват, дуэль, эвакуация. Но... Все, мне кажется, ничего этого не будет. Ничего. Ни капелючечки. Почему? Разработчики сделали какие-то свои выводы, и ничего этого не будет. Так, ну что, поехали, ребят. Попробуем, да? Последний раз уже мы здесь были. Потом зиму успеем. Ну, блин, скорее всего. Ну, в смысле, не зиму, а острова. У меня не будет, скорее всего. Чтобы сделать комплект брони. Там титана надо, блин, вообще до безобразия. А я сейчас титан весь просру, ребята. Я обязательно об этом скажу, что ты так не делай. Просто это новичок бездонатный, мне на этот аккаунт насрать. У меня есть мой персонаж, ребят, я повторюсь. Я на нем уже все готовлю. К обновлению, да, чтобы нормально, красиво делать. О, кстати, вон кто-то пишет 19 числа обнова. Ребят, не могу не согласиться с моментом, что, возможно, обнова выйдет вообще намного ее раньше, чем 21. Почему? А потому что нам, балбесам, блогерам, уже дали снять ролики. А как было раньше, перед этим? Не больше недели с момента выхода видео от ютуберов с альфа-тестов. Соответственно, когда вот ролик вышел по обновлению у меня? Вот прибавь сюда 7 цифру. Какое число получается? Вот тогда и будет обнова, не позже. Ну, блин, я же говорю, это чисто, вот, понимаете, тут гадать можно, ее вариаций может быть и очень много. И все будут правы. И так может быть, и так, и сяк. Чуть-чуть осталось, что? До 25-го точно выйдет, ребят. До 25-го. Обязательно выйдет обновление. Нет причин волноваться. Зараза ты, блин. Не убивай вот эту лечилку. Ай ты говно. 6, 5, 4, 3. Блин, ну вот капелючечку, да, одного челдобречика вот этого блевотошного не успеваем. Ладно, все понятно, ёп, выходим. Тут наемники растут, все супер, но, блин, это капец, ребят. Тут уже надо минивен прокачивать, а не только наемников. Болота в это обновление не будут изменены, ребят. Это совсем другое обновление. Повторюсь, сейчас выйдет. Посмотрите ролик. Что я буду говорить, что выйдет? Лучше видос самому посмотреть. У меня уже вышло 2 видоса. Сегодня вышел видос. Обзор обновления, ребят. Перед ним вышел полный обзор обновы. А сегодня вышел обзор события именно. И чё? Гранатомет. Да, который, скорее всего, здесь будем покупать. Крафт гранатомета. Изменения. Баллон. А робособака, она точно будет здесь, об этом разрабы говорили. Это другая обнова. Она потом выйдет. Когда? Ну, предположим, осень. Плюс-минус так, осень, да? Где-то так. Не раньше. И это будет грязь, чё. Вот сейчас просто вот говорить, что сейчас какое-то маленькое обновление, ничего себе маленькое, вездеходящее этот. А система кошаков вообще грязь. Нет, это не маленькое. Ну и в тот же момент, да, на фоне изменения болот, я думаю, это обновление будет даже типа маленькое. Потому что болото, вот болото будет вообще дичь. Изменение болот. Ну, осень, плюс-минус. Опять же, никто мне ничего не говорил, я просто предполагаю сам.
Чё? Ну, это отвратительно. Ладно, ребят, я знаю, чем мы займемся в остальное время стрима. И это капец, ёб, как вот важно для меня и нужно. Сейчас покажу. Прям, да, прям важно? Да, я хочу уже быстрее уже приступить, ёлпала. Блин, ну дерево пойдем фармить. Че, серьезно, дерево надо? Да, дерева катастрофически не хватает. Но нет. Так, вот, да, вот еще одна медька. Мы отправляемся за медькой, ребят. Тратить деньги с золотом насрать. Все золото разбазарил, которые сокланы заработали, блин. В бункер Альфа мы бежим, ребят. Там есть медька, которую можно сразу прям вытащить, да? Ящик можно было из зимней локации притаранить, конечно. И чё? Ну, хороший тоже вариант. Ну, у меня руды еще много, но там же слитки дают целые. Ладно, пойдемте в Альфу. Да, пойдемте в Альфу. VHZX. Не знаю, мужчина. Не знаю. Насчет золотых яиц, без понятия. Я думаю, обнова будет по окончанию курьерской службы. Есть в этом смысл. Ты думаешь, курьерская служба специально появилась перед обновлением, чтобы вытащить металл? Не, ребят. Они идут цикличные, вот эти вот все события. Вы их можете просчитать, когда какое выйдет. Это просто стандартное совпадение определенных. Что-то типа того. Всем привет, безупречного настроения на стриме. Алексей, иди, привет, спасибо. Блин, я не знаю, чего там смешного, слушай. Человек, это есть такая великая личность, да, Чингисхан давно умер, и какие-то такие приколы ее писать, я вообще не... Ну, как бы вот это вот то же самое, что на партии 3 буквы ху, да, вот написать. А ты не писал? Нет, я не писал. Я рисовал? Конечно, рисовал. Ёб, что я учиться, что ли, в школе буду? Ну, было. Но я в тетрадке у себя рисовал. Почему? Я не знаю, меня с детства как бы учили к тому, что надо уважать труд человеческий. А если ты на парте будешь рисовать, то что это такое? Потом это кому-то, значит, отмывать. Это раз. Два. Ты портишь. А за тобой, дебилом, потом еще будут другие дети учиться. И они уже будут не за чистой партой аккуратной сидеть классной, а за вот этой вот похабной, измалеванной ее. Донести это до ребенка невозможно, если это не будут делать мама с папой. Просто невозможно. Да, конечно. Как и чтобы ты свои ножки царские вытирал, заходя в помещение. В школу, в больницу, домой, везде. И многие-многие-многие другие вещи. Никак, если мама с папой тебе это не вбивают в голову, то все. Че? Маленький поросенок, ёб, вырастешь. И чё, хорошо? Да чё ж хорошего-то? То же самое, как и кинуть бумажку в помойку, а не просто вот ты. Ты любишь свою страну, свой город, деревню, без разницы. Что тебе впадло, что ли, бумажку кинуть? У меня кореш есть, он такой крутой вообще пацан, короче, и он делает вот так. Да он вообще не крутой, ёпта, ты просто завязывай, все, не дружи с ним. Он просто свинота, вся история. Он не уважает ни родину, ни страну, ни город, ничего. Если он вот так вот берет и кидает ее. Понимаешь? И чё? Ничего хорошего не будет у тебя с этим персонажем. Я тебе говорю, меняй друга, ёлы-палы. А если сможешь его переучить, давай, пристыди его. Сделай что-то, чтобы он перестал кидать мусор. Можно прекрасно кинуть его в свой волшебный, значит, крутой карман. А перед девочкой повыделываться, по-другому надо перед девочкой выделываться. А девочка, которая поведется на то, что ты свинья, ну это вообще капец, ёп, вы друг друга нашли. Что тут еще скажешь? Блин, постарались, молодцы мамы с папами. Что у девочки, что у парня. В общем, я к тому, что, ребят, не мусорите, пожалуйста. 67 272.
Круто это в карман положить это. Или в пакет, или еще во что-то. Увидишь помойку и кинешь в помойку. Это заслуживает ее уважения. Вот это поступок. А если ты еще умудришься повлиять на своего друга рядом, я не знаю. Я могу только сказать про мужчин. Ёпта, мужчина растет. Про девочку не могу сказать. Но если ты вот парень вот и еще попробуешь повлиять, и у тебя получится на друга, мужчина растет. Что тут еще добавишь? Ну хотя бы просто сам не делай. Уже хорошо. За второе я не буду говорить. Да? А то еще до беды доведу, виноват буду в чем-нибудь. Почему? Ну, не все нормально отреагируют на твои, значит... Да, конечно. Люди вообще, когда... Вот это вот, если ты человека ткнул в его ошибку, реакция будет, скорее всего, агрессия у большинства. Почему? Мы, человеки, так сделаны. Нам не нравится, когда нас мордой в говно тычут. Никому. Да, такие вот мы генетически все одинаковые. Так, ребята, 4-й этаж. Ну вы же поняли, что я к 4-му? Не, есть такие, есть, да, и все вот это вот, да, это, короче, круто, мы крутые, короче, мы, крутые, блин, свиноты, что крутого, не, это вообще не круто, блин, да, конечно, нашли, блин, все крутое, свинство устраивать, блин, есть там эти уберут. Вот представляете, ребят, вот кто живет в городе? Давайте, мы миллион раз зачищали этот волшебный бункер. Можно чуть офф-топа, я просто на автомате буду. Кто живет в большом городе? Вот стопудово у вас была уже такая ситуация, да? Когда, значит, мусор почему-то не вывозится. И он буквально за 2 дня, даже не больше, уже прям капец его горы, и уже идет запашок. А представьте, 3 дня, неделя, месяц. Из этой помойки побегут тараканы и крысы. По вашим квартирам. По нашим квартирам. Отсюда сделайте вывод. Вот эти ребята, которые вывозят вот этот мусор, страшно подумать, что там у них за зарплата. Они нужны. Понимаете? Они нужны, ребят. У тебя ЗП там вообще какая-то заоблачная. Отлично. Но ты, имей уважение вот к этим людям, потому что это тоже труд, а они вот выполняют эту работу. Ты кайфуешь, жизни радуйся, все супер. Никто не говорит, в ноги кланяться им. Я говорю, что банально, имей уважение к людскому труду, всему. Потому что твой волшебный замок, будет пылью, если не будет этих людей, которые 100 человек получают, как ты один. Тут надо... Я не понимаю, кстати, родителей, которые внушают там имперские амбиции своим деткам, и оно потом такое вырастает. А это кто? А это на кого он так говорит? А это он так на нас. И он действительно он смотрит на людей, но он не видит людей, понимаете? Это кто? А это человеки, что ли? А я думал, вот это все, вот это вот в моем волшебном замке, оно как-то волшебным образом. И что? И не будем дальше продолжать, когда такое очень часто происходит, и родители почему-то не объясняют. Происходят необратимые последствия. Истории доказано. Очень страшный. Поэтому, пожалуйста, объясняйте. Да? Да. Весь труд надо уважать. И тем более вот такой. Тем более такой. Иначе захлебнемся в собственном гуамне. Особенно большие города. Людям в деревне не страшно. У них все будет в порядке. А вот города, да. Города просто в говне утонут. Не в переносном смысле, а в конкретном говне ее. Блин. Ну конечно, ребят. Меня просто вот удивляет, знаете, вот забирают мусор, да, ребят. И так получается, что я в этот момент несу пакет с мусором. Я подхожу к машине. Так, я не кидаю в бак в мусорный.
Я беру и закидываю в машину. Машина грузится прямо сейчас. Блин, знаете, как вот прям обидно. Почему? Ну, потому что ребята, блин, мне говорят спасибо, и они удивляются этому. Я думаю, ёп, вот ты человек, блин. Ты чё, тем более, если ты мужчина. Чё, сил нет, что ли, пакет закинуть в машину? Ты видишь, ребята уже убирают эти баки. Ну чё, сложно, что ли? Ну чё, рядом с помойкой тут буду, я кину, эти поднимут. Да, ой, такие прям обосраться. Ну вот, да, отсюда вывод. Вот такой вот у людей удивление на такие банальные вещи. Грязь вообще. Я в шоке. Что не так с этим миром. Ну почему-то есть, да, такие. Хорошо, нас больше все-таки, чем негодяев. Нас все-таки больше, ребят, чем негодяев, да? Так, ну чё, где медька-то? Да, между делом, ребят, если у вас есть верный друг, он здесь вам еще дополнительную медь может вытащить. Сразу в самом начале, да, вот там вот верный друг-то подкапывается. А если нету, тогда смотрите, вот этот ящик тоже может дать сталь или медь. Но тяжелая тюрель, это ж капец. Не будем брать слишком дорогой кусок меди, нафиг надо. Ну и в финале, там где граната, да, там гарантированная будет медь и сталь, если я не ошибаюсь. Или что-то по рандому, да, что-то повезет, что-то не повезет. Сейчас посмотрим, ребят. Небольшой офф-топ был. Ладно, сменим тему. Просто за людей обидно, да? Конечно. Почему нет сезона 91+? Ребят, я вообще не знаю, почему у меня есть сезон 91+. Возможно, потому что этот новичок полностью без доната развивается, да? И таким образом разработчики мотивируют. Я повторюсь, я уже это говорил. Но в этом есть смысл. Кстати, снабжение. Все это время, весь стрим снабжение не набирали. Ой, блин. Бесит меня снабжение. Я постоянно забываю про него. Вот. Такие раньше были тоже лоты, да? Не играешь давно игру, не играешь, разрабы тебе чик мотивацию такую прикольную дают, интересно. Есть еще у кого-нибудь, ребят, у меня у одного, что ли, 91 сезон этот плюсованный. Вот, ребят, смотрите. Вот в этом чемодане, да? А вот в том тоже что-то могли дать. Че, серьезно, что ли? Давайте вот так по центру положим. Да в любом случае, вот как вот не ложи, это маленькая одна медная руда. Ее нельзя растянуть на весь ящик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я надолго запомню это, ребят, честно. Надолго. И мы за это время могли уехать в зимнюю локацию. Я недавно в ролике показывал, да? И правильно показал. Вы понимаете, что? И что? И ящик забрать там нормальный с медью. Вот, ребят, по поводу 91. А что я про него расскажу? Я думаю, это для игроков, которые мало в игру донатят. И вот добавили вот эту вот шикарную штуку-дрюку. Чё тут? А чё тут смотреть-то? Тут все классно. Каждый ящик, он прикольный. Да? Все как обычно, как и в обычном сезоне. Просто вот чисто такая вот приколюха. В оконцовке вот такая вот дичь. Блин, нифига себе. 5, блин. Фиол, 8 стали, 100. Ребят, с новым обновлением. Посмотрите обзорчик мой. Ё-моё, за геном зараженного сколько всего появляется. Вообще просто, ну, очень круто. За геном зараженного можно будет линзы покупать. Заводские детали, пружины, сталь. Вообще все в игре. Все, что надо было. Шестеренки, да. Ой, блин, фильтры. Вообще. Это совсем другой геймплей, ё. У меня есть Рио Джуки 91+ есть сезон. Я подозреваю, Рио, что ты донатишь, когда хочешь, да? Что-то себе. Ты не прям полностью без доната играешь. Но при этом 91 есть. Ну вот, ребят, как-то рандомно, я не знаю.
Как-то рандомно, кому-то выпало, кому-то не выпало. Не принимайте близко к сердцу. Честное слово. Искать здесь какой-то вселенский заговор. Да ну, рандом. Просто рандом, да? Кому вперло, кому не вперло. Так, давайте вот это, да? Так, что перекладывают. Царь над златом чахнет. Блядочки. Так, вот эти мы, значит, сейчас скроем. Это туда, это сюда. Вот это давайте бросим здесь. Зачем? А зачем оно мне? У меня дома есть. Побольше это выложится. Есть аккаунт на Твиче, я до сих пор не понимаю. Мне не нашлось времени потестить Twitch. Я говорил, тесты будут проходить стримов. У меня нет, просто не дотягиваются руки. Че? Ну вот стрим сейчас на Твиче должен был быть, по идее. Но он чуть не запускается, зараза. Connection бесконечно идет. Я знаю, как его точно запустить. Но вот поэтому я и говорю, надо тесты проводить. То есть основной площадкой Twitch. А сможет он ретрансляцию делать Рутуба, ВК, Ютуба? Шут его знает. Ну, будем надеяться, на следующей неделе найдется время, да, и потестю я. Чтобы Twitch запустить, потому что немного, но есть те, кто, да, на Твиче бы с удовольствием смотрели. А может быть, даже кто-нибудь новенький к нам придет с Твича. Ну вот, и при этом, да, этот премиум выпал. Я говорю, тут какая-то ошибка, ребят. Бездонатному аккаунту, который развивается без доната, еще и ее пролики снимаются, и бамс, рандомно выпал вот этот вот, да, премиум. Ну, то есть, вероятность, что я воспользуюсь этим премиумом, она равна, блин, 0,001 там тысячная. То есть, понимаю, я о чем? Я о том, что это рандом. Есть вот игроки, да, там, юные, которые считают, что там ютуберам что-то подкручивают, выкручивают, Нет. Нет. Почему? У мужчины свой личный джет, остров и многое другое. Ты думаешь, ему есть дело до каких-то ютуберов? Я так в шутку, да, ну, где-то там вот ютубер вообще невидимый, вот там внизу вообще просто невидимый. Ты чё, блин, фигнёй такой заниматься? И тем более у проекта, в котором, извините меня, 100 миллионов пользователей. Какой 100? 200 уже все. Это только Google Play скачки. И чё? Да блин, это капец, ребят. В размерах 100 миллионов человек даже. Представьте, 150 пользователей. Ну что такое, блин, Печка ТВ? Нас мало, но мы в шапках. Ну так, чтобы вот единично, нет. А вот если ты играешь, допустим, на сервере каком-нибудь фришарде говне, украденной какой-нибудь игры там, и вас там ее 500, там, 600 человек, вот там все возможно. Почему? Потому что ты да я, да мы с тобой. Ну чё, блин. Пристальный взгляд, всевидящее око Сарумяна, значит, видит каждого игрока. На сервере, где всего 600 там человек. Что там видеть-то? Там куда ни плюнь, ёп, уже конец. Вот все сообщество, у нас 600 человек, и отлично. Я играл на таких давным-давно серверах. И что, всех видят админы. Это как бы плюс. То есть не схитрожопишь, не считеришь, махом бан прилетит. Но в размерах Last Day это вообще... Поэтому не, ребят, никто никакие шансы не крутит, не подкручивает. Это все глупости чистой воды. У тебя есть код? Конечно. Руми, ты явно не подписан ни на телегу, ни на Макс Печек ТВ, да? Или что ты думаешь, у меня в постах выдуманные, что ли? Пушистый командир. Нет, это, блин, вот, ну, не здесь он, не в комнате. О. А, не на окне. Ну, где-то ему жарко, он же лохматый. Его брить надо уже опять. Чё, блин, 2 месяца назад красивого тигра сделали. Ёп,
вообще обезьяна обрастает со скоростью света. Я в шоке. Это плюс? Нет, это минус их. У них природная вот эта вот, да, вот эта вот лохматость, они прям махом растут. Я иногда подхожу к нему, говорю: пухляш, дружище, дай лапу. Он мне лапу не дает, я беру, он мяу. Говорю: поделись шерсткой, а то что-то у меня не растут, а ты такой лохматый за 2 месяца. Давай вместе будем ходить с тобой такие. Ха-ха-ха, блин. Тё, ну не делится, не делится. Ну и ладно. Я ему тогда говорю: ну ничего, я тебя скоро опять отнесу и подстригу. Вообще, наголо. Но последний раз хорошо прям, я его держал. Ёп, весь в шерсти был. Так, тарак. Бронить что-то на... Не, да, ребят, вообще, план просто... План провалился. 3 медных слитка. Да ты че, издеваешься, блин? Зря бегали. Я говорю, я это надолго запомню. Ничего себе, такой обострин, блин. Красный ящик бы открыли, там была бы сталь, может даже медьку бы дали. Но в размерах, значит, нашего развития это такое говно. Лучше бы на север поехали. Я же говорю, ребят, блин, я правильно все в ролике показал. На север лучше бы прокатились и пару ящиков домой притаранили. Так, что у меня здесь? Ну, соответственно, я везде пытаюсь сейчас, да, тягать медь. По понятным причинам. Сейчас чуть-чуть, да, ребят? Вот эти банки давайте... Да, вообще, вот а зачем ты эти банки все скопил? Я не знаю. Если ты не понимаешь, зачем я скопил эти банки, значит, ты еще не с нами. Погоди, ты тоже скопишь и баночки, и скляночки, и у тебя полностью весь дом будет засран. Почему? Это нормально. А вдруг понадобится? Главное, на балконе не скапливать много-много коробок. Мы вот периодически выкидываем. Оставляем чуть-чуть. Потому что мелкому там, ну, у него какая-нибудь гениальная идея, ему картон нужен. И оп, я ему, вот, держи картон. Он лодку делает, самолет делает, еще что-то делает. Недавно меня озадачил, значит, посмотрел какой-то ролик на ютубе. И чё? И вот забилось ему в голову: папочка, мы сделаем самолет на резиновой энергии. Я чую. У меня мат чуть не вылетел. На чем? Ой, резиновая энергия. Блин, а в чем прикол? Резинка закручивается, да? И когда она отпускается, пропеллер раскручивается, и он летит. Это не просто, ребят, я вам скажу, да? Да. Это же самолет, там же надо все рассчитывать. А ты попробуй 6-летке это объясни. Что, блин, просто вот, и, да, это одно. И другое вот отпустил, и он... Это же надо полностью вот этот фюзеляж, крылья, все четко рассчитать, чтобы он планировал ровно, не заваливался направо-налево. Жесть вообще. А с чего начинал-то про сообщество? С чего начинал? Блин, перемотай стрим. То есть я в моменте ответил, и все как бы, да? Если тебе сильно интересно, перемотай стрим. Ты понимаешь, что я вот тут смотрю, пытаюсь это все, да, разобрать, чтобы еще двинуться, что-то под конец еще сделать стрима. И мне надо возвращать сейчас свою голову, когда я отвечал развернуто на какой-то вопрос. Ну ты чё, блин? Это взорвать мозг ты мне хочешь? Я не дам себе мозг взорвать. Он у меня в 8:30 уже хороший. У меня с утра, значит, начинается сразу 2-3 часа кодинга. И чё? Это вообще... Я вот такой встаю и так... Знаете, у меня нога так, как будто ты с корабля встал на сушу. Ловишь воздух так. Потом мне надо время прийти в себя. И вот, да, потому что, ну, это вообще ее дикость. Блин, да. У нас ребята вообще в клане красиво фигачили. Прям, блин, очень жестко. И чё? Ну, почему мы котейку на моем основном аккаунте-то не взяли, да?
Ребята фигачили вообще как не в себя. Я, блин, слабо достаточно. Но нам постоянно такие звери попадались в таблице. Я не знаю, это просто невозможно. Вот ради этого мы медьку, да, фига? Что такое? Вот. А на сурвивалке, да, на сурвивалке все сделали идеально. Вот сказать, что просто нам повезло, ну не совсем. И повезло чуть-чуть, но мы сделали все вот просто вот так. До миллиметра все вымерили. И поэтому... Плюс играли, конечно, как ненормальные, да? И все. А о чем речь? Ребят, если интересно, вы можете всегда посмотреть ролик. Я подробно об этой системе говорил. Это то же самое, что и доставать, значит, модификации на СВД, да? Вот на этот СВД. Их можно доставать через развал СВД. Но это жесткая механика. Вот так же и с кооп-режимом. Жесткая, очень дерзкая механика. И готово. И будет чаша весов в твою пользу, чтобы вы заняли первое место. Когда коп вернется. Все есть в роликах, можно найти. Ребят, я думаю, на этой замечательной ноте мы заканчиваем. Эх, еще 7 медной проволоки надо. 7 на 4, 28 меди надо. Ё, блин. 28 меди. Вот казалось бы, такая ерунда. Да ничего себе ерунда, блин. Если у тебя нули в данный момент. Блин, вот от нуля попробуй их быстро добыть. Не, это прям нормально. Батарейки все развалил. Руда плавится. Ну, капец, короче. Все это время, ребята, прикиньте, курьерская служба, я забыл про нее. Черт побьяри. Забыл, конечно, надо было перезаряжать, а еще сюда надо было гвоздиков вот этих натаранить домой. Эй, блинчики, балда, да? Да, блинчики. Ну ладно, там сильно особо ничего нету для новичка, для нашего такого. Уже все есть у новичка, потому что. Но так, по факту, да, она не лишняя, эта курьерская служба. Ребят, огромное спасибо всем, кто был на стриме. В очередной раз. Огромное спасибо вам за поддержку, то, что продолжаете смотреть. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Первый, второй, замечательные комменты. Они максимально четкие, быстрые, и я понимаю, что это ты чисто меня поддерживаешь просто. Вообще великолепные. Вот. Конечно же, отдельное спасибо нашим модераторам. Ребята, огромное спасибо за то, что продолжаете помогать, модерировать, смотрите за частотой чата здесь, в телеге. Ну и отдельная благодарность всем, кто продолжает поддерживать донатами. Конечно же, огромное спасибо за поддержку. Всем хороших выходных, ребят. Увидимся во вторник. Что будет? Либо Грима, либо Jurassic, а может быть и Last Day обновление. Фиг его знает. Я не знаю, блинчики. А вдруг? До вторника. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал даже в шуршании старых дворов.